Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вас вдохновить на хлопковый джемпер. Знаете, такой джемпер непростой, джемпер особый, голубых кровей. Мне очень понравилась эта модель. Я нашла ее в интернете, в одном из брендовых магазинов, и мне сразу захотелось сделать видеопроект по вязанию этой красоты. Незамысловатый узор с жгутами, в общем-то, и создает такую очаровательную, приятную картину для, в общем-то, всех возрастов подходит данная модель. У нас она будет выполнена в стиле оверсайз, то есть свободный крой, спущенный рукав будет у нас. Схему я нарисовала, девочки. Мы будем сегодня составлять описание для размеров 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Это российские размеры, а перевод в европейские надо вычесть число 6 из этих чисел. Получите свой европейский размер. Давайте приблизим с вами картиночку, посмотрим, что же это такой за волшебный узор. Он шикарный какой узор, очень красивый, согласитесь, девочки. У нас, видите, жгутик один высокий, и в его раппорте умещается два маленьких жгутика потоньше и поменьше размером. Да? Вот и все. Платочная вязка у нас здесь с вами применяется с двух сторон симметрично. Рукав у нас тоже таким же узором. А между жгутами идут две изнаночные. Вот и все. Планочка у нас по вырезу горловины, и по низу используется 1 на 1 резинка. Обычная, в принципе, как обычно, мы всегда это с вами делали. Да? Детальчики вяжутся у нас раздельно, спинка перед и рукава, а затем все сшивается. Никаких сложностей не вызывает данная модель лично у меня. Еще раз вам показываю этот узор. Очень красивый вид имеет, современный, стильный и подходящий как нарядный, так и для повседневной жизни. Так, ну а сейчас давайте выбор пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания джемпера я предлагаю очень хорошую пряжу. Полухлопковую. Называется Alize Cotton Gold Pratica. Из серии Cotton Club. Пряжа турецкого производства. Давайте посмотрим ее состав. 50, смотрите, 55% хлопок, 45 акрил. Цвет голубой 728 и метраж в 100 грамм 220 метров. 220-240. Вот такая шикарная ниточка. Очень приятно из нее мне было вязать. Честно скажу, это новинка. Я из нее еще не вязала никогда. Вот, и мне она очень нравится. Прекрасно скрученная ниточка. Шикарно смотрится полотно вязаное. Для вот этих кос идеальный вариант. Они просто смотрятся так рельефно, девочки. Если вязать этот джемпер, то только из такой пряжи. Если вязать какие-то полухлопковые изделия, вы хотите джемпера, используйте эту пряжу. Это волшебная пряжа, она мне так нравится, так нравится. Еще раз показываю ниточку. Так, и как альтернатива, если вы захотите полушерстяную, все-таки, а не полухлопковую пряжу, то сейчас я вам порекомендую тоже одна из моих любимейших пряж. Фирма Yarn Art Merino Deluxe 50. Тоже турецкого производства пряжа. У нас в 100 грамм 280 метров. Здесь 49% шерсть и 51% акрил. Пряжа очень воздушная. По толщине, девочки, она будет такая же, как хлопковая. И вы в плотность попадете. Посмотрите, я вам показываю. Правая – это хлопок, а это полушерсть, левая. Видите, у них одинаковая толщина. Спицы мы будем использовать для вязания 3,5, я показываю, да?
И вот такие вот две ниточки шикарные. Кстати, у этой цвет голубой 215, это полушерстяная, которая. Вот. Пожалуйста, используйте эти две ниточки. И у вас получится шикарный джемперок. Вы видели, да? Какой он просто волшебно красивый. Так, еще раз давайте полюбуемся на нашу рельефность. Просто восхитительно смотрится узор, я считаю. Вот. Вообще не надо никаких слов, просто увидел и повторил, да? Итак, давайте сейчас с вами посмотрим схему узора. Схема узора у нас включает 14 петель ширина и 12 рядов высота раппорта. То есть пустая клеточка – это лицевая петля. Ну, вот эта горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Начинаем, вот я поставила, где у нас с вами отметочки начала и конец раппорта. Будем этот раппорт использовать, а не как в образце. Там было наоборот. Начинали со жгутика, да, маленького, а потом вязали большой жгут. Здесь начнем с большого жгута, и маленький жгут следом будет. Так будет располагаться компоновка наших узоров. Я думаю, что переменными слагаемых значение суммы не меняется, и вы не запутаетесь. Все четко будет определено сегодня в расчетной части. Так, и вот такая у нас выкройка. Все размеры я озвучиваю в расчетной части. Здесь у нас просто конструктивно вы смотрите, как вяжется спинка и перед. Они у нас совершенно одинаковые, и различия лишь в вырезе горловины, ширина, длина изделия будет озвучена в расчетной части, где я буду вам все объяснять попетельно, как вязать, как сформировать вырез горловины, плечо, сколько на вырез, сколько на плечо и так далее. Да? По размерным мы там все определяем и составляем вот такое описание, которое я выкладываю под видео, девочки. Здесь все подробнейшим образом, вся инструкция. Просто читайте и вяжете, читаете и вяжете. А в расчетной части я озвучиваю вот эти вот параметры, как они у меня, откуда берутся эти петельки, да, почему именно столько, как я их считала. И, в общем-то, все здесь очень просто. Как скос сформировать рукава, все есть. Почитайте самостоятельно. А сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца, девочки, я набрала 38 петель. И связала 2 вспомогательных ряда, лицевой и изнаночный. Следующим образом распределяя петельки. Кромочные, 2 изнаночные, 4 лицевые, снова 2 изнаночные, 6 лицевых. Это был раппорт у нас. И потом идет также повтор раппорта. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Второй раппорт. И для симметрии я добавила 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные и кромочную. Изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. И теперь вот приступаем к вязанию первого ряда. Я показываю вам, в первом ряду у нас идут перекрещивания. Следующим образом. Кромочную снимаем, вяжем 2 изнаночные. Теперь 4 петли будем перекрещивать налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли у меня будут перед работой левой спицей, кончиком левой спицы. Я снимаю эти 2 петли первые, а вторые, третью, четвертую за работой у меня высвобождаются. И я их за работой с помощью правой спицы вот сюда на левую. Видите, я перекрестила 4 петли налево. И все 4 мы вяжем лицевыми. Потренируйтесь, это просто техника. Дальше 2 изнаночные и 6 петель мы также перекрещиваем налево. Та же техника. Только по 3 теперь. Берем 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли перед работой. Следующие 3 высвобождаются за работой. И с помощью правой спицы за работой я их аккуратненько переснимаю и вновь возвращаю на левую. Я перекрестила 3 на 3. Все 6 мы вяжем лицевыми. Один раз попробовав, девочки, вы должны понять смысл. Да? Все, раппорт связан. Второй раппорт. 2 изнаночные. 4 следующие петли снова перекрещиваем налево.
сняли на правую спицу, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Меняем их местами и вяжем 4 лицевые. 2 изнаночные. И снова перекрещиваем 6 петель. Я сейчас покажу, как перекрестить с помощью дополнительной спицы. Если вам это кажется сложным, да, давайте покажу. Берем дополнительную спицу и первые 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. А следующие 3 петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3. Теперь эти 3 петли, которые были перед работой, возвращаем на левую спицу. Все. Вот мы опять перекрестили. Все то же самое, но с помощью дополнительной спицы. И вяжем их как 3 лицевые. Все. Далее у нас идут 2 изнаночные для симметрии. 4 петли мы снова перекрещиваем налево. 2 на 2. И вяжем как 4 лицевые. Затем идут 2 изнаночные, кромочные, тоже изнаночные. Все. Связали первый ряд нашего узора. Переворачиваем и изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли. Вяжем 3-й ряд узора. Очень простой ряд, никаких перекрещиваний. Кромочную сняли, вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые. Снова 2 изнаночные, 6 лицевых. Раппорт связан. Повторяем такой же раппорт. 2 изнаночные, 4 лицевые. 2 изнаночные, 6 лицевых. Второй раппорт связали. Теперь повторяем с вами 2 изнаночные для симметрии, 4 лицевые, снова 2 изнаночные. И кромочная у нас изнаночная. Все, связали 3-й ряд. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли, а четный ряд. И далее у нас идет 5-й ряд, который мы будем вязать точно так же, как 3-й. То есть никаких перекрещиваний, как смотрят на нас петли, так мы и вяжем 5-й ряд. То есть один в один, как 3-й. 6-й ряд также вяжем, как смотрят петли. И следующее перекрещивание у нас будет в 7-м ряду. У нас с вами 7-й ряд. Вяжем раппорт узора. Кромочная, 2 изнаночные, 4 петли перекрещиваем налево. 4 петли сняли на правую спицу и 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Меняем местами и вяжем как 4 лицевые. Далее идут 2 изнаночные и 6 лицевых. Раппорт связан. Второй раппорт такой же. 2 изнаночные, 4 петли перекрещиваем налево, меняем местами по 2 и вяжем 4 лицевые здесь же. Опять 2 изнаночные, 6 лицевых. Связали второй раппорт. И для симметрии 2 изнаночные, 4 петли перекрещиваем малого жгута налево по 2 и вяжем 4 лицевые здесь в жгуте и 2 изнаночные, кромочные, тоже изнаночные. Так, связали 7-й ряд, да, 8-й ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. Вяжем 9-й ряд узора. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Связали раппорт. Такой же раппорт повторяем. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Связали раппорт второй.
Для симметрии 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, кромочные, изнаночные. Связали. 9 ряд. Переворачиваем 10 ряд, вяжем, как смотрят петли. И далее у нас идет 11 ряд, точно такой же, как 9. На этом раппорт узора заканчивается, и повтор идет с 1 ряда. То есть раппорт узора у нас с вами 12 рядов. Вот и все. Вот такой простой узор. Итак, делаем влажную тепловую обработку горячим паром, обдаем наш образец. И давайте во влажном состоянии его потянем по вертикали и теперь аккуратно по горизонтали. Он хорошо тянется, податливый, влажненький такой, очень красиво смотрится. Обратим внимание на кромочные, давайте их отпарим, потому что они у нас очень активную часть будут принимать. Все, сами косы ни в коем случае не надо отпаривать, девочки, это будет лишнее, да? Все, мои хорошие, еще раз потянули во влажном состоянии и в расправленном виде пусть сохнет образец. Итак, наш образец с вами полностью готов к тому, чтобы сделать расчет плотности. Такой рельефный, красивый получился узор. Посмотрите, просто прелесть, да? Давайте берем простую линеечку и измеряем ширину нашего образца. Итак, это будет 18,5 сантиметров, девочки. И у нас с вами использовалось 38 петель разделить на 18,5 сантиметров. Получается плотность 2. То есть надо записать, чтобы не забыть. В 1 сантиметре у нас с вами 2 петли. Вот такая плотность. Теперь давайте с вами измеряем длину нашего образца. Так, также берем линеечку, прикладываем и смотрим. 15,5 сантиметров. Считаем, сколько связано рядов. Я посчитала ряды, у меня сейчас 36 рядов. На спицах связано образцы, делим на 15,5 сантиметров, получается 2,3. Это плотность по вертикали. И тоже ее надо зафиксировать, чтобы не забыть. В 1 сантиметре 2,3 ряда. Итак, эти две цифры сейчас будут у нас очень основные в расчете. Итак, делаем расчеты на разные размеры. Смотрим выкройку. Итак, сегодня мы будем с вами делать описание вот по этой выкройке. И давайте сразу по размерам, девочки. Значит, у нас будет с вами первый размер 42-44 и ширина спинки будет 50 сантиметров. Второй размер 46-48 и ширина спинки будет 55 сантиметров. И третий размер 50-52, ширина спинки 60 сантиметров. И в петельном эквиваленте при нашей плотности в 1 сантиметре 2 петли, это будет 100, 110, 120 петель. Ну, то есть мы ширину 50 умножаем на плотность 2. Получается 100 петель. Но начнем мы вязать с вами снизу вверх с планки, которая будет вязаться резиночкой 1 на 1 на высоту 6 сантиметров. И для планки я набираю в своем описании, пишу, что надо на 10 петель меньше. То есть 90 первый размер, второй 100 петель и третий 110 петель. Так, и вот мы связали с вами эту планочку. В последнем изнаночном ряду мы делаем прибавки равномерные, 10 петель, да, и переходим к вязанию нашего узора. Узор будем располагать следующим образом. Смотрите, значит, у нас с вами будет первый размер 100 петель. Помните, я говорила, у нас есть раппорт 14 петель. Как бы вы его не расположили, можно брать, значит, 14 петель сначала, да, там, или вот как я взяла, смотрите, короче, у меня 14 петель, давайте вот так сделаем. От перемены мест слагаемых значение суммы не меняется,
будет вот такой раппорт. Вот отсюда начинаться, то есть с 2 изнаночных. Затем идет большой жгут на 6 петлях, опять 2 изнаночные и малый жгут на 4 петлях. И далее это все повторяется. То есть первоначально мы с вами вязали узор, и у нас был маленький жгут, потом большая коса, да? Все так же начиналось с 2 изнаночных, но маленький жгут, большая коса. Давайте теперь сделаем с большой косы и маленький жгут. Вот в такой последовательности давайте будем располагать узоры для раппорта. Так, и в общем-то распределение 14 петель у нас это раппорт, я вам показала. Начинаем мы с платочной вязки, вернее мы начинаем с кромочной, 8 петель платочной вязки, 5 раппортов подряд по 14 петель, затем 10 петель для симметрии. Располагаем следующим образом эти 10 петель. Значит, они в себя включают 2 изнаночные, 6 петель наша коса большая и 2 изнаночные. В сумме это 10 петель. Вот сюда мы их вставляем в такой последовательности. И все заканчивается опять 8 петель платочной вязки. Так, и, конечно, кромочная. Для второго размера, там где 110 петель, расширяем платочную вязку на 5 петель больше. Поэтому у нас здесь будет не 8, а 13 петель платочной вязки. И здесь 13 петель. А остальное, вот это вот основное, наша узорная, так скажем, узорная часть остается на все размеры одна и та же. Она 80 петель в себя включает. 80. Так, дальше для третьего размера у нас еще добавляется, в общем-то, получается, добавляем еще 5 петель, да, и получаем 18 и 18 платочной вязки. К нашим 13 добавить еще по 5, будет 18 и 18 петель. Все, мои хорошие, вот так все легко это распределяется. Далее, высота проймы у нас будет 20, 21, 22 сантиметра в зависимости от размера. Длина общего изделия я закладываю первый размер 60 сантиметров, второй 61, третий 62 сантиметра. Мерка индивидуальная, под свой рост и под свое желание изменяйте ее. На вырез горловины я, значит, выделяю 40 петель, 42, 44. И все, что осталось, это петли плеч. 30, 34 и 38 у нас получается. Почему 40? Да, для первого размера. Почему именно так? У нас ширина выреза будет 20 сантиметров на первый размер. И 20 умножить на плотность 2 по горизонтали, это будет 40, сами понимаете. Потом будет 42, я чуть расширила на 2 петли для второго размера и на 4 петли расширила для третьего размера. Перед и спинка вяжутся совершенно одинаково, различие лишь в вырезе горловины. У спинки я вообще не делаю вырез, у свободного кроя оверсайз достаточно просто по одной линии мы все закрываем. Описание будет под видео, подробная инструкция по вязанию. И там все это вы прочитаете самостоятельно. По переду у нас глубина выреза будет 8 сантиметров. На какой высоте считаем этот вырез? Я сделала его 8 сантиметров, соответственно, первый размер 60 отнять 6 и отнять 8, у меня получается 46 сантиметров. Сразу же переводим эти 46 сантиметров в ряды, девочки. Для этого необходимо 46 умножить на нашу плотность по вертикали. Мы ее тоже посчитали. В 1 сантиметре 2,3 ряда. Все, что получится, это петли, это будут ряды, которые вам необходимо будет посчитать, прежде чем приступить к вырезу горловины спереду. Также здесь тоже отметка по пройме, где у вас начало проймы, тоже ставите на определенной высоте, вам по вашей мерке измеренной. У меня эта высота будет также считаться 60 отнять
планку 6 сантиметров и пройма 20, да? И то, что останется, это вот это расстояние будет от планки до начала проймы. Но пройму мы не вяжем, здесь у нас свободный крой. При желании можете сделать квадратную пройму, вот так вот, и небольшое количество петель здесь закрыть. Вот. Ничего страшного, там, знаете, закрыть можно 5-6 петель, чтобы как бы меньше спуск по плечу было, да, такой вот вариант. Квадратной проймы называется. Так, тогда, соответственно, петли плеч у вас там поменьше. Спускаться плечи будут поменьше. Пожалуйста, девочки, не игнорируйте вертикальную плотность. Это очень важно, потому что после стирки ваше изделие, как правило, вытягивается. Вот. И, в общем-то, ни в коем случае, чтобы не было у нас вместо красивого джемпера, не получилась туника. Да? Мы будем вязать с коэффициентом плотности, который мы с вами сегодня считали, и все у нас правильно получится. Давайте перейдем на рукав. У рукавчика по низу для планки я набираю 44, 46, 48 петель, в зависимости от размера. Планка невысокая, на высоту 6 сантиметров вяжем, также резиночкой 1 на 1, как спинка и перед. Вот затем в последнем ряду сделаем 20 петель прибавки. В последнем изнаночном ряду равномерно распределяем петли прибавочные 20 петель и получаем в итоге 64, 66, 68 петель в зависимости от размера. На самую широкую часть рукавчика для этого ширину проймы умножаем на плотность, то есть 40 сантиметров получается. У нас с вами ширина проймы двойная, естественно, ведь тут половина всего рукава указана, да? То есть 40 сантиметров ширина в самой широкой части умножить на 2 будет 80 петель. Так считаем. Для второго размера получается 84 и для третьего 88 петель. И теперь, чтобы знать, сколько петель по скосу будем равномерно прибавлять, необходимо из вот этого большого числа отнять то, что внизу у нас 64. И получается 16 петель надо будет всего прибавить, да, на первый размер. Делим на 2 скоса, на каждый скос 8 петель. И теперь высоту скоса. В моем случае, если длина рукава берется 46 сантиметров вместе с планкой, то здесь скос у нас будет 40 сантиметров, которые я также перевожу в ряды с помощью вертикальной плотности. 40 умножить на 2,3 плотность по вертикали. И получаю ряды 92 ряда. 92 ряда надо разделить на это число петель, которые будем прибавлять по скосу. 8. У меня получается в каждом 11 ряду прибавка. Для второго размера в каждом 10 ряду прибавка. Ну и для третьего размера в каждом 9 ряду прибавка. Устно считаем 90 на 10 будет 9. Правильно? Очень легко считается. Ну, в принципе, вот и все, мои хорошие. По рукаву. Значит, расположение узоров, сейчас я вам забыла сказать. Смотрите, как будет выглядеть. Все прибавочные петли у вас будут по рукаву включаться в платочную вязку. У нас так же, как у спинки и переда, платочная вязка будет идти с двух сторон симметрично. То есть 3 раппорта подряд у нас с вами будет идти. Также по 14 петель. Также 10 петель для симметрии мы берем вот эти 10 петель, 2 изнаночных, 6 петель коса, 2 изнаночные, да. И с двух сторон начинается для первого размера кромочная 5 петель платочной вязки, 3 раппорта по 14 петель, 10 петель вот такой набор и 5 петель платочная вязка кромочная. В сумме составит 64 петли. Второй и третий размер вяжется аналогично, но платочная вязка по петле больше, справа и слева. То есть 6 петель и 7 петель. Да? В итоге 66-68 петель в сумме получается. Так располагаются узоры
рукавам. Да? Все, что вы прибавляете по скосу, включаете в платочную вязку. Как видите, очень просто вяжется данный джемпер. Очень бесподобно, я очень довольна вязаным полотном. Мне так нравится этот узор и нравится эта пряжа. Она такая, знаете, то, что надо, не толстая, не тонкая, а в этой пряже хлопковой очень красиво смотрятся рельефные узоры, бесподобно. Так, мои хорошие, давайте сейчас, в общем-то, я закрываю свою тетрадочку, все свои расчеты. Мы с вами полностью проговорили все, что можно, я вам пояснила. Описание смотрите под видео, как всегда. До новых встреч, желаю вам удачи!